История начинается с молодого человека по имени Кельвин, который только что переродился в новом мире. Он умер по ошибке Бога, поэтому ему было позволено выбрать навыки, которыми он сможет обладать в своей новой жизни. Кельвин просыпается, понятия не имея, где он. Появляется меню, приветствующее его в новом мире. Он нажимает кнопку «Пуск» и слышит голос, который начинает приветствовать его. Он сообщает ему, что он переродился в фантастическом мире и его воспоминания были стерты. Это было условие, на которое он согласился для получения более мощных навыков. Кельвин шокирован, почему его прошлое «я» согласилось на стирание своих воспоминаний. Открылось окно статуса, показывающее выбранные им навыки, а именно умение призыва S-ранга и возможность удвоить характеристики при повышении уровня. Видя свои навыки, Кельвин с нетерпением ждет начала своего приключения. Голос говорит ему отправиться в ближайший город и зарегистрироваться в гильдии, чтобы стать авантюристом. Кельвин спрашивает меню, присоединится ли оно к нему в его приключении, помня, что ему стерли воспоминания. Но на самом деле это богиня реинкарнации Мальфина, в которую он влюбился и попросил стать его спутником, и она приняла его просьбу как способ взять отпуск на ее работе. Кельвин не понимает, как он мог любить ее без своих воспоминаний. Он спрашивает, может ли он призывать ее, но она говорит, что ему нужно стать сильнее и иметь больше маны. Он прибывает в гильдию искателей приключений и регистрируется как базовый маг, сохраняя в секрете свои навыки призывателя. Как объясняет Мальфина, призыватели настолько редки, что короли начинали войны, чтобы заполучить их. Он начинает с самого низкого ранга F, и клерк объясняет ему, что он может брать миссии только на один ранг выше его и может подняться на более высокий ранг, если выполнит 10 миссий подряд. Он берет свое первое задание – убить несколько синих слизней. Он берет деревянный посох, который помогает повысить его магические способности, и направляется в поле. Он встречает 3 слизней. Мальфина говорит ему попробовать свой другой навык S-ранга. Это позволяет ему увидеть все характеристики слизи. Он может видеть характеристики любого человека, находящегося на 100 уровней выше него. Мальфина говорит ему, что он может приручить слизь, если сначала сможет ранить ее. Кельвин атакует, используя свой жезл вместо магии, поэтому он не убивает его с одного удара. Удивительно, но слизни оказались более сильными, чем ожидалось. Но в конце концов он смог нанести по нему удар, ослабив его настолько, что он смог его приручить. Укрощение прошло успешно, и он назвал его Клото и вызвал его. После этого они взяли на себя еще несколько слизней. Кельвин использует свою магию ветра, уничтожая слизь одним ударом, а Клото бегает кругами и сокрушает других. Кельвин замечает, что Клото стал намного сильнее после его призыва. Мальфина объясняет, что его навык призывателя S-ранга дает его слугам бонус 100 ко всем характеристикам. Она также говорит ему, что он единственный призыватель с рангом S в этом мире, а другие только с B или C. Кельвин возвращается в город и ищет, где переночевать. По пути он видит эльфа, запертого в клетке. Он обеспокоен тем, что рабство распространено в этом мире, но старается не думать об этом. В конце он получает комнату и наслаждается своей первой едой в этом мире. Кельвин начинает повышать уровень и изучать новые навыки. Он изучает навык сокрытия, который позволяет ему скрывать свои характеристики и навыки от других. Клото также смог развиться в гигантскую прожорливую слизь. Через неделю Кельвина уже повышают до Е ранга. На него обращают внимание, потому что он завершает миссии в одиночку и быстро получил повышение. К нему подходит искатель приключений D ранга, у которого не лучшая репутация. Он предлагает, чтобы Кельвин присоединился к его группе для охоты на Черного Рыцаря. С его навыком оценки Кельвин видит, что Кассель имеет титул убийцы. Вместо того, чтобы присоединиться к нему, он предлагает им посоревноваться, чтобы увидеть, кто сможет первым убить монстра. Кассель уходит и присоединяется к членам своей преступной группы Гимелу и Раджу. Они замышляют убить Кельвина в разрушенном замке. Его группа прибывает, и они потрясены, обнаружив, что все монстры уже мертвы. Появляется Кельвин и говорит им, что разгадал их план, и бросает им вызов. Он высмеивает Раджа, который бросается прямо на него и попадает в ловушку, которую Кельвин спрятал с помощью своего навыка маскировки. Радж застревает и начинает тонуть. Кельвин атакует своей магией ветра, и Гимел убегает. Однако Клото блокирует его и преследует. Клото побеждает Гимела одним ударом и связывает Раджа. Кассель бросается на Кельвина, но его также легко избивают. Они признаются в том, что охотились из-за опыта. Кельвин так взволнован, потому что ему предстоит сражаться со знаменитым Черным Рыцарем. Открывая последнюю дверь, он видит Черного Рыцаря, владеющего фехтованием А-ранга. Поэтому он меняет свой план. Он пытается убедить Черного Рыцаря стать его подчиненным. Оказывается, что Черный Рыцарь когда-то был человеком. Страна, которую он охранял, была разрушена, и вся его семья погибла. Он держит месть все эти годы и никогда не подчиняется слабому. Кельвин может получить его лояльность, только победив его.
Битва начинается, и Келвин заставляет Слизь связать Черного Рыцаря и ограничивает его движение магией. Но Черный Рыцарь вырывается на свободу, а затем начинает непрерывно атаковать Келвина с помощью его Великого Меча. В критический момент Слизь выбрасывает энергетическую волну, устремляющуюся к небу, наконец победив Черного Рыцаря. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Черный Рыцарь подчиняется силе Келвина и становится его подчиненным. Весть о победе Келвина над Мечниками и Черным Рыцарем быстро разносится по стране, привлекая внимание многих людей, включая президента гильдии. Король демонов вот-вот воскреснет, поэтому монстров становится все больше и больше, и они становятся мощнее, что беспокоит президента. Благодаря своим способностям S-ранга он разгадал секрет Келвина, как переродившегося. Он просит Келвина помочь охотиться на монстров в обмен на сохранение секрета. И Келвин принимает это. Поскольку Келвин заработал много денег, выполняя миссии, он планирует купить раба, чтобы повысить свою силу в боях. На рынке он замечает, что раб-эльф по имени Эфиль была проклята драконом, и всякий, кто к ней прикоснется, загорится, а это значит, что у нее не было хозяина, и она не тратила очки навыков, поэтому она имеет большую ценность. Келвин берет эльфийку и снимает с нее проклятие с помощью магии высокого уровня, о которой ему рассказала Мел. Когда Келвин касается Эфиля, она волнуется, что Келвин воспламенится, но ничего не происходит. Это первый раз, когда к ней нежно прикасаются, поэтому она плачет от волнения. Келвин предлагает ей аккуратный наряд горничной, превращая ее в милую и очаровательную девушку. Поскольку в гостинице осталась только одна комната, Келвину приходится делить постель с Эфиль, что заставляет его так нервничать, что он не может заснуть всю ночь. В последующие дни Эфиль под руководством Келвина быстро превращается в хорошего бойца. Она становится сильнее, работая вместе с Черным Рыцарем над уничтожением ужасных монстров. Также она подружилась с девушкой из гильдии. Они приглашают Келвина потусоваться с ними. Многие прохожие завидуют тому, что рядом с ним две милые девушки. Проходящий мимо принц из ревности опрокидывает стол, что злит его, поэтому он бросает слуг принца к стене и заставляет принца встать на колени и извиниться. Тогда Эфиль еще больше влюбляется в Келвина. Ночью она застенчиво показывает ему свою любовь. Если так будет продолжаться, Келвину будет сложно отказаться от этой очаровательной девушки. К сожалению, унижение принца вскоре приносит Келвину неприятности. Президент обещает помочь ему с этим справиться, а взамен он должен уничтожить демонов в подземном дворце неподалеку. Демоны одна из 3 сильнейших рас в этом мире, и только лучшие искатели приключений могут разобраться с ними. Келвин не недооценивает врага и осторожно проникает в подземелье со своими спутниками. Здесь привязана молодая девушка под присмотром старшего демона. Демон высокомерно заявляет, что это дочь короля демонов Сара, и он съест ее, чтобы стать следующим королем демонов. Он вызывает множество демонов низкого уровня, чтобы атаковать Келвина, но все они блокируются Черным Рыцарем. Это самый сильный враг, с которым когда-либо сталкивался Келвин, что приводит его в еще большее волнение. Демон раскалывает землю, наполняя воздух пылью, а затем атакует Черного Рыцаря во тьме. Черный Рыцарь с трудом может противостоять таким стремительным атакам. Келвин быстро пытается остановить движение демона с помощью слизи и магии. Келвин вместе с Эфиль уже устроили засаду на демона. Она пользуется шансом выпустить огненную стрелу, и Черный Рыцарь отрубает демону одну из рук. Демон ярости принимает свою окончательную форму и безумно атакует Черного Рыцаря. Даже огненная стрела Эфиль не может ему навредить. Келвин предвидел такую ситуацию и просит слизь выплюнуть все хранившееся перед этим оружие, чтобы нанести удар демону. Затем он и Эфиль объединяют усилия, чтобы применить магию, наконец победив демона. Дворец рушится от мощного воздействия магии, а демон спешно блокирует падающие камни, защищая Сару. Он оказывается приспешником короля демонов и отвечает за защиту Сары. Король демонов скрывал ее, поэтому Сара никогда не видела внешний мир с тех пор, как она была ребенком. Король демонов поспешно запечатал ее в этом дворце, чтобы никто не угрожал его дочери. Демон не может смотреть, как Сара будет заперта во дворце до конца своей жизни. У него есть особая способность приобретать атрибуты врагов, пожирая их. Он намеренно привлекал сюда искателей приключений, чтобы поглотить их силу и сломать печать. Однако он недооценил силу людей. Келвин предлагает подписать контракт с демоном, чтобы он мог залечить раны демона. Но демон отказывается, заявляя, что он верен только королю демонов, и просит Келвина, чтобы тот забрал Сару.
Келвин соглашается на последнюю просьбу демона и дарит Саре волшебное ожерелье, которое может скрыть ее рога. С тех пор Сара стала спутницей Келвина. Чтобы утешить ее, Келвин берет ее на вечеринки в таверну, и они отправляются в приключения в других королевствах. Это ее первый раз, когда она наслаждается чудесами внешнего мира. По пути они встречают группу бандитов. Когда кто-то размахивает кувалдой, Сара останавливает ее только одной рукой. Тогда бандиты понимают, насколько сильна эта слабая на вид девушка, но, к сожалению, уже слишком поздно. Сара связывает их всех и отправляет в гильдию искателей приключений неподалеку. Президент этой гильдии просит команду Келвина помочь уничтожить всю бандитскую группировку. Келвин чувствует поблизости 4 могущественных существ. Чтобы побороться с этими людьми, он составляет план с президентом. На самом деле в этом мире есть и другие переродившиеся. Эти 4 герои, пришедшие в этот мир, и их обучала Мел, чтобы уничтожить зло здесь. По указанию Келвина президент дает задание ликвидировать бандитскую группировку лидеру героев Тое, который является справедливым человеком и без колебаний принимает задание. Команда Келвина добирается до базы банды раньше героев. Они быстро побеждают всех бандитов и спасают множество женщин, похищенных бандитами. Когда герои прибывают, они видят Келвина на месте главаря бандитов с высокомерным выражением лица, приняв его за лидера бандитов. Таким образом вспыхивает драка, и именно этого хочет Келвин. Герои имеют высокие ранги, все они защищены эльфами и могут использовать магию различных атрибутов. Девушка одним ударом раскалывает магическую стену Келвина пополам. Другая девушка способна ускорить свое мышление и быстро придумать способ победы. Тоя владеет фехтованием S-ранга и является самым сильным в ближнем бою. К счастью, Келвин хорошо подготовлен к этой битве. Он приносит с собой снаряжение, сделанное из доспехов демона, которое может копировать навыки его противника. Он использует магию, чтобы быстро передвигаться по полю битвы, побеждая врагов одного за другим с помощью копируемых навыков. Герои быстро корректируют свою тактику, блокируя движение Келвина магией льда и гравитации. Затем Тоя делает последний удар. Вскоре после этого происходит мощный взрыв, вызванный Келвином. Герои по-прежнему продолжают атаковать Келвина с помощью более мощной магии льда. Затем они выпускают энергетический шар и вызывают гигантского монстра. Угроза смерти еще больше возбуждает Келвина. С помощью скопированных навыков он блокирует атаки врага, а затем ускоряет свое мышление, чтобы создать новую магию и освободить себя. Он убивает гигантского монстра и побеждает врагов одного за другим, после чего все герои повалились на землю. Проснувшись, герои узнают от спасенных людей, что команда Келвина фактически устранила бандитов. Они чувствуют вину за ошибку и становятся дружелюбными к команде Келвина. После этого они часто тусуются и вместе отправляются в приключения, делясь опытом перерождения. В эти дни Сара случайно ловит злого дракона. К счастью, она может справиться с этим сама. После расставания с героями Келвин и его спутников тепло встречает королева, потому что они победили злого дракона. Дворец королевы полон украшений в японском стиле. Сила Келвина бросается в глаза королеве, и она пытается сблизиться с ним. Что смущает Келвина, поэтому он поспешно забирает своих спутников обратно в королевство, где он жил через портал. Первое, что он делает, когда возвращается, покупает замок в качестве своей резиденции. У него наконец-то появился собственный дом в потустороннем мире. Кроме того, раньше он не мог воплотить богиню в реальность из-за своей слабой силы, извините за тавтологию, но теперь может. Увидев прекрасную богиню с крыльями, сердце Келвина сильно забилось. Богине Мел также нравится Келвин. Она утверждает, что является его невестой, и очень рада видеть его застенчивость. Она благословляет Келвина, что дает ему 2 новые способности. Во-первых, он неуязвим к смертельному урону раз в месяц, а во-вторых, у него есть шанс вызвать героя. Мел рассказывает, откуда родом герои. Королю демонов не может причинить вред никто, кроме жителей других миров, которых обычно называют героями. Герои делятся на переселенцев и реинкарнацию. Другими словами, переселенцы — это живые люди в другом мире, которых просто призвали, а реинкарнация — это люди, которые умерли в предыдущем мире и их призвали в новый. Призыв переселенца требует лишь немного магической силы, но Келвин этого не делает. Он не хочет изменять жизнь других людей, поэтому он использует реинкарнацию, и человек, которого он призовет, будет обладать великолепными атрибутами, ценой потребления большого количества магической силы. Он вызывает девушку по имени Рион, которая страдала от болезни и никогда не покидала палату в своей предыдущей жизни. Она так благодарна Келвину за то, что он дал ей шанс снова жить, что теряет сознание от волнения. Келвин также впадает в кратковременную кому из-за чрезмерного потребления магической силы. В доме Келвина становится шумно. К нему также переезжают мать и ее дочь, которых он спас от воров, и хотят добровольно стать его служанками. Рион относится к Келвину как к своему брату, надеясь стать искателем приключений и отправиться в путешествие. Келвин исполняет ее желание, отправляя своих друзей охотиться на монстров в лесу.
Это не только увеличивает силу Рион, но и повышает уровень других. Затем они встречают теневого волка, который может красться в тени. Звучит логично. Келвин наносит урон теневому волку, увеличивая давление в воздухе вокруг. В конце концов он побеждает и ловит волка, добавляя в свою команду. Рион обожает этого волка, они тренируются и спят вместе, становясь лучшими компаньонами. Келвин думает, что она стала воином, способным сражаться в одиночку, и намеревается проверить ее боевую мощь. По освободению такая возможность появляется. Однажды ночью Сара замечает поблизости подозрительных людей. Келвин смотрит на уровень убийцы, решив позволить Рион вести бой. Рион получает меч от Келвина, она выходит с теневым волком, чтобы противостоять своим врагам, полная боевого духа. Когда убийцы бросаются к ней, Рион замахивает мечом, и вместе с теневым волком она легко убивает всех, выполняя задания Келвина. На другом конце света король страны проводит встречу с генералами. Воры, убитые Рион, получили приказ от них. Поскольку воры уничтожены, они теряют важный финансовый доход, и работорговля также подвергается воздействию. Поэтому они планируют начать войну в качестве мести с подготовленной группой рыцарей. Примечательно, что один из генералов обладает уникальным и странным обаянием, которое действительно пугает. Тем временем Келвин и его спутники отправляются в путь. Устранение воров существенно повышает его репутацию, и поэтому король королевства зверей приглашает его сдать экзамен на повышение с ранга в эльфийской деревне. Король редко приглашает искателей приключений, что указывает на то, что сила Келвина ценится очень высоко. Экзамен заключается в защите эльфийской деревни от нападения монстров С-ранга. Когда они прибывают к месту назначения, старейшина эльфов шокирован, потому что Эфиль выглядит так же, как и эльф, которого он знает. Затем он рассказывает историю. 20 лет назад огненный дракон в ярости вторгся в деревню, и никто не знал причины. В той катастрофе погибло более половины эльфов. Увидев это, храбрая эльфийка пожертвовала собой, чтобы стать невестой, утихомирив его ярость. Несколько лет спустя эльфы нашли ее тело. Старейшина эльфа подозревает, что это девушка-мать Эфиль. Эфиль была рабыней с тех пор, как себя помнит, и проклятие, наложенное на нее раньше, может иметь какую-то связь с огненным драконом. К сожалению, больше никаких подробностей нет, и никто не может подтвердить ее происхождение. Келвин расспрашивает старейшину о монстрах. Он узнает, что монстры трижды вторглись в деревню, и каждый раз их цель была поймать эльфов. Келвин считает, что масштабные действия монстров ненормальны, и, возможно, в них замешаны люди. Он планирует защитить деревню от следующего вторжения монстров. Его предположения по поводу людей верные. Вскоре после этого снова приходит группа солдат с монстрами, принадлежащими стране, что планирует начать войну. Они управляют монстрами с помощью волшебного ошейника. Но прежде чем они доберутся до деревни, на них нападают. Оказывается, Эфиль пускает в них стрелы издалека. Лук и стрелы специально для нее сделал Келвин, и стрелы исчезнут, когда они поразят врага. Келвин расставил возле деревни множество ловушек и подготавливает своих напарников для выполнения разных заданий. Черный рыцарь охраняет деревню, пока Мел и Рион устраивают засаду на штаб врага. Армейский капитан удивлен, что несколько авантюристов могут представлять угрозу для них, спешно вызывая на бой монстра С-ранга, короля гигантов. Мел считает, что это прекрасная возможность обучить Рион, и просит ее сразиться против врага с теневым волком. Полная боевого духа, Рион быстро бросается к королю гигантов, но ее меч разбивается, как только касается монстра. Вскоре Рион подвергается жестокой атаке, и ей предстоит показать всю свою силу. Она просит у Слизи 3 меча, один из которых носит волк. Затем они снова атакуют короля гигантов. На этот раз они побеждают, но битва не заканчивается. На теле короля гигантов появляется пламя, но Рион совершенно не пугается. Она использует свои мечи и полностью побеждает короля гигантов. Однако миссию С-ранга так просто не пройти. Пока Келвин наблюдает за битвой на расстоянии, он попадает в засаду. Его заметил лидер врагов. Тот, кто нападает на Келвина, это генерал Клайв, который также является переродившимся, как и Келвин. В этот момент в Келвине просыпается страсть к борьбе. Он призывает множество копий, чтобы атаковать врага, и они ведут ожесточенный бой в воздухе. Когда они сражаются, приспешники Клайва пользуются преимуществом, чтобы атаковать Келвина. Увидев это, Эфиль быстро блокирует их атаки луком. Клайв управляет своими приспешниками с помощью гипноза, что вызывает отвращение у Келвина. Он изо всех сил нападает на Клайва и ранит Клайва в лицо. Клайв очень заботится о своей внешности, поэтому он очень злой и использует магию С-ранга. В одно мгновение весь лес окутал свирепый торнадо. Келвин достает свой новый посох в центре торнадо. Это оружие С-ранга, которое он недавно сделал. Он взмахивает посохом, уничтожая торнадо и отрезая Клайву ноги. В этот момент Клайва спасают. За поражение в этой битве Клайв будет безжалостно наказан. Эльфы устраивают большую вечеринку, чтобы отпраздновать эту победу. Девушка-эльф взволнованно обнимает Келвина, но оказывается, что она королева королевства зверей, принявшая облик эльфа.
Она говорит Келвину, что его последнее испытание — дуэль с искателем приключения С-ранга. Келвин так взволнован и не может дождаться боя. На этом аниме заканчивается. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.